У меня в руках не просто жестянка, а горелка по типу финской свечи. Ну, другие народы тоже применяли такие способы. Я ее усовершенствовал для того, чтобы она была легкая. Мог каждый изготовить, почти каждый. Вот. И горит она очень долго. Поможет вам в тех случаях, если по какой-то причине, сейчас этих причин очень много, у вас нет ни газа, ни электричества. Также, если вы идете на природу и хотите согреться, приготовить себе там пищу, все это очень просто делается, легкая конструкция, и работает она на опилках, пилетах, щепках. Материал очень доступный, так что проблем с топливом у вас не будет. Прежде всего нам нужно выбрать вот такую вот баночку таких пропорций, чтобы она была в высоту больше, чем в ширину. Вот это была баночка из-под лака для покрытия дерева. Остатки лака я вылил в стеклянную банку, добавил туда внутрь немножко растворителя, и она очистилась. Ну, если из-под краски это будет, то будет чуть-чуть сложнее очищать. Ну, можете не очищать вообще. Для нормальной работы нашей горелки нам нужно приспособление, которое будет обеспечивать такой подвод воздуха снизу. И это очень можно легко сделать из обычной проволоки. В данном случае тут диаметр этой проволоки 3 мм. У меня был кусок проволоки где-то около 2 метров. И я скрутил его на такой вот металлической палке. Просто руками согнул, а концы подогнул плоскогубцами. Нет такой палки у вас, можете там деревянную палку, какую угодно, пластмассовую, какая найдется. Самое главное соблюдать определенные пропорции, чтобы диаметр был не слишком маленький внутренний и не слишком большой. Ну, вот так вот примерно. И чтобы длина ее чуть была, потом растянете эту как бы пружинку, чтобы ее длина была чуть больше банки, чтобы выступал конец один снизу и сверху для закрепления. Вот такими лепестками. Как сделать отверстие в крышке и, соответственно, в донышке нашей банки? Просверливаем здесь отверстие. Я просверлил сверлом десяткой, 10 мм. Нет у вас дрели сверла, пробиваете дырку ножом, отверстие. И потом берете ножнички, такие ножнички, например, обычные, не по металлу, обычные ножнички. И делаете надрезы. Вот видите, 8 надрезов я сделал. Внутрь вставляете, делаете 8 надрезов, и потом отгинаете лепестки. Лепестки отгинаете по диаметру нашей вот этой вот пружины. Вот показано, уже отогнутые лепестки в дне. И туда вставляется эта пружина и закрепляется. Чуть-чуть обжимается снизу. Потом насыпается туда наши пилеты, насыпаются вот такие вот, да? Или опилки, щепки. Вот. Крышка закрывается, соответственно, тоже обжимается. И потом это все можно уже использовать. Эта пружина чем хороша? Что снизу подходит воздух, допустим, в этой пружине, когда она вставленная. И вот эти вот через зазоры между пружиной воздух поступает к горючему материалу. Для того, чтобы там отрегулировать, ну, примерно, чтобы были такие зазоры, чтобы и пилеты не проваливались оттуда внутрь, да, чтобы не проваливались, берете отверточку на оправке или так, и вот чуть-чуть вот шаг делаете. Сжимаете, если нужно, растягиваете, как вам нужно. Вот я уже вставил в дно нашу пружинку, чуть-чуть закрепил лепестками. Вот. А для того, чтобы она устойчиво стояла, вот у меня была из прошлой горелки такая вот уже с дырочками перфорированная, значит, консервная банка. Это когда-то была банка из-под зеленого горошка. Я ее разрезал ножницами на 2 части. Нижняя половинка у нас будет как поддувало, вот так вот ставится. Вот, она стоит, снизу воздух проходит, вот, как поддувало работает. А верхнюю часть я поставлю на крышку, чтобы держалась посуда. И можно посуду потом сверху туда ставить. Дальше
Мы насыпаем туда наши пилеты. Вот. Берем, насыпаем вот так вот. И до верха. Горелка уже заполнена топливом. И мы теперь закрываем ее крышкой. Вы видели, что я зажег нашу горелку сверху, так удобнее. Ну вот, засекаем время. Горелка горит ровным пламенем. Она разгорелась, не тухнет, это хорошо. Прошло 5 минут, наша горелка горит устойчиво, несмотря на начавшийся мелкий дождик. Идет дождь, но горелка все еще горит. Прошло уже 10 минут. Ну, я так вижу, что она уже вошла в устойчивый режим горения. Думаю, на этом будем заканчивать наше видео, поскольку дождь усиливается. Такая горелка может гореть часами, давая тепло, давая возможность разогреть пищу. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня для вас всегда актуальные темы.